Мина-ловушка разгрузочного принципа действия ML7. Данная мина-ловушка может уже широко использоваться с большим перечнем военного имущества, потому что нагрузка на датчик цели должна быть в районе 300 граммов. То есть почти всю военную амуницию можно устанавливать с этой миной-ловушкой. Противопехотные мины, включая там ПМН-2, ПМН обычную, то есть веса будет достаточно для работы с данным датчиком цели. Данная мина, можно сказать, что она модульная. Она состоит из нескольких частей. То есть сам взрыватель, в начале которого находится здесь кольцо, на данном примере его нету, который инициирует механизм дальнего взведения мины. При срабатывании датчика цели инициируется сам взрыватель. Он инициирует две шашки по 5 грамм, в которых находится тетрил. В свою очередь они уже инициируют основные заряды с пластидом ПВВ-5А используются. То есть, почему модульная? Потому что вот эти заряды, они могут сниматься. Шашки тетрила тоже они вытаскиваются из этой мины. То есть, поэтому можно, в принципе, варьировать ее мощность. Но это условно. Общая мощность выходит в районе 40 граммов взрывчатого вещества. 10 граммов тетрила, 30 граммов пластида. То есть 15, 15, 5, 5. Вот таким вот образом. Вот так вот мы можем видеть такой тройной принцип действия. Инициирует сначала взрыватель, он инициирует промежуточный детонатор, от него инициируется основной заряд. То есть можем располовинить мину, отсоединить от нее один заряд, и будет она на сантиметр короче. Зачем это надо, там не понимаю. То есть механизм дальнего взведения гидромеханического принципа работы. Поэтому он зависит от температуры. При плюс 40, если установка и приведение в эту мину в боевое положение протекает примерно за 45 секунд, то при хорошем минусе, в минус 40, установка мины в боевое положение происходит через 20 минут. Тут находится кольцо механизма дальнего взведения, которое инициирует работу МДВ, который уже потом инициирует работу самого датчика цели. И тут у нас так называть предохранительная или боевая ЧК. То есть, сработав механизм дальнего возведения, то мина, в принципе, не сработает, пока вот не будет удалена эта ЧК. Но удаляются они, в принципе, одновременно. То есть, сначала удаляется механизм дальнего возведения, производится маскировка, выводится, ставится основной заряд, что мы будем ставить под неизвлечение, и выдергивается предохранительная скоба, которая вот блокирует работу датчика цели. Всякие такие умные рекомендации, что эту мину там можно обезвредить, нужно подкрасться, идентифицировать и воткнуть предохранительную эту булавку между крышкой и корпусом, и тем самым ее привести в безопасное положение. Я, конечно, посмотрю на этих умников, кто так захочет рискнуть, и для чего это непонятно, почему нельзя нам просто уйти, снять взрывным способом или снять сдергиванием. Но если нам не надо взрывать, то просто зайти эту мину. Но даже если вы решите это сделать, вот эта ЧК, она она достаточно туго входит. И чтобы потом ее воткнуть, с учетом того, что тут будет земля, это из разряда маловероятного, потому что давление на нее необходимо подать столько, что мина это спокойно уедет и освободит датчик цели. Поэтому это все такие рассказки и фантазии, то есть ни к чему это не надо. Вот такая вот мина. Встречается она не так часто. Ее заменили уже более современные такие аналоги, как ML8. И вот ML7. Если вы ее неправильно поставили, произойдет подрыв. То есть неправильно разместили груз. Механизм дальнего взведения инициирует работу датчика цели. Датчик цели без предохранительной чеки, естественно. То есть на мине нагрузки необходимой нет. Происходит подрыв. Поэтому при неправильной установке данной мины с противопехотными минами
при взведении этой мины просто они будут взрываться. То есть вот такая вот есть особенность, которую в других минах-ловушках уже исправили.